Всем доброй ночи, друзья мои. Хотя уже и не ночь, а 4:30 утра. Но я все-таки сегодня сниму то, что собиралась снять в эти дни. Когда мы говорим о том, чтобы против нас молчали и ничего не говорили, мы не говорим о физиологических способностях людей разговаривать. Мы не можем сделать их глухонемыми. Мы не можем вырвать у них язык, хотя иногда хочется. Но мы говорим о том, что даже если они будут говорить, то их слово не возымеет эффекта. Понимаете как? Куда бы ни ушло это слово, о чем бы ни было сказано, она до места назначения не дойдет. Например, на одну женщину в далекие страшные года 30-е донесли. Она работала в колхозе, у нее нашли какую-то недостачу. Муж у нее умер молодым. Она была вдова с 2 детьми. И на нее свалили какую-то недостачу. Списали на нее. У нее не было защиты, она была вдовой молодой. И некуда ей было идти. В армянском языке существует такое понятие. Вдова – это айри переводится, а молодая вдова – вор певайри. Так говорят про молодую вдову, что в переводе означает вдова и сиротка. То есть она молода, она не просто вдова, она еще как сирота. За нее некому заступиться. Это молодая вдова. И вот она была такая, и действительно очень наивная женщина. Она там ничего такого не делала. По-моему, там как разнорабочая работала. И на нее хотели списать недостачу, а в сталинское время это была ссылка. Могло быть и расстрел, смотря что там могли найти. И никто особо не вникал, что у нее там дети, и что она молодая женщина и прочее. И вот этот донос написали, и должны были приехать оттуда и проверить. И она прибежала к моей прабабушке за защитой. И как рассказывали взрослые, не мне, конечно, но я в детстве слышала эти все рассказы. Она пришла, плакала посреди ночи. Помоги мне там, тетушка, я не знаю, что мне делать, я повешусь, я с детьми утоплюсь и так далее. У нее было отчаянное состояние, понимала, что за нее некому заступиться. И моя бабушка что-то там сделала, что-то начитала, и не могу сказать, что утверждать, но я так понимаю, что что-то навела, какое-то молчание. И проходит время, а с проверкой не приезжает в село. Этот подонок-отморозок мужик, который там был новый председатель, идет опять, пишет на нее донос, сам едет туда. Значит, принимают его, естественно. Эти комиссары тогда были окружные. Обещает приехать, разобраться. Через некоторое время этот человек очень сильно заболевает. На его место ставят другого. А тот про это дело и как бы вроде забыл. И вот так 3 года он пытался постоянно, значит, написать донос, написать на эту женщину. То откладывали, то потом война началась. 37-й год был, 38-й, я не помню. Как раз и вот 40-е, 41-й год. Война началась, уже про это все забыли. И вот так эта женщина спаслась. Война, конечно, началась не из-за заговора, а просто, то есть, тянулась до того момента, пока уже и такая великая катастрофа у нее произошла, и все это закрылось, закончилось.
И по итогу вот этого нового председателя убили в лесу. Неизвестно кто. Он с какими-то шайками водился, контрабанду везли. Ну, видимо, устранили, чтобы лишнего не говорил. Так его, собственно, и не стало. Вот что означает навести молчание. Или запрет поставить, или закрыть рот, или остановить какой-то процесс против тебя. Это не означает, что люди физиологически лишатся возможности говорить. Нет, но их слово против вас не будет иметь никакой силы, не даст никакого эффекта. Дальше слов не пойдет. Просто некоторым кажется, что если ведьма закрывает, например, наводит молчание, наводит морок и так далее, то все, люди должны ничего не говорить. Нет, есть очень много, скажем так, отмороженных существ, для которых нет ничего святого в этом мире, у которых иногда бывает, что зависть и внутренняя вот эта злость или этот яд настолько велики, настолько грызут его, что он забывает о чувстве самосохранения и начинает вот это изрыгать, эту желчь. Но что бы против вас ни делали, дальше слов ничего не происходит. И никто этих людей не воспринимает всерьез. Я вам более скажу, что они начинают нести такую чушь, они начинают так себя вести неадекватно и неправильно, что если изначально кто-то и обращал внимание или считал их серьезными людьми, даже эти отворачиваются. Итак, вы можете этот ритуал провести дома, на работе. Если у вас трудный период, можете начитывать постоянно. Если на один раз надо, чтобы с проверкой приехали и не увидели ничего лишнего, или никто на вас не донес и не сказал ничего лишнего, значит, можете один раз начитать. Читать можете на работе, читать можете где еще? Дома. Но у вас должен быть камень природный, вот такой. Настоящий природный камень. Неважно, там это речной камень, где-то на перекрестке нашли, хоть где. Но это должен быть настоящий камень, не бетон, а настоящий камень. И этот камень, значит, хранится дома, и только вы знаете, для чего этот камень, его предназначение. И каждый раз берете в руки этот камень и шепчете, прям камню говорите, чтобы ваше дыхание касалось камня 3 раза. И можете спокойно жить. Что бы против вас ни говорили, это не будет иметь никакого эффекта. Никогда. Говорить могут. То есть физиологически, физически человек говорить, рот открыть, разговаривать может. Но его слово не будет иметь силу. Вот что самое интересное. Слово, когда не имеет силу, он может говорить что угодно. И писать что угодно, и снимать что угодно. Но дальше слов, болтовни, это не дойдет. Не будет никто обращать на это внимание. Никакого эффекта, никакого вреда от этого не будет. От этих слов. Это означает молчание каменное. То есть нет настоящих каких-то фактов и аргументов против вас. Есть только болтовня. А какие-то факты и аргументы, они не будут. На них наведено молчание. Даже если, то есть вы понимаете, что вот невиновны вы, но хотят на вас клевету навести, в любом случае, даже в этом смысле, ничего серьезного не будет против вас. Итак, заговор 3 раза читайте в любое время. Можете сразу начитать, можете с собой носить. Маленький можете камень взять. Это такой большой, такой массивный, да? Вы можете взять маленький. Заговор следующий. За 7 гор и 7 океанов стоит идол каменный. Тот идол каменный да древний, молчит. Рта не открывает, ничего не говорит. Как тот идол нем, так и враги мои немые. Поучением да повелением, кружным кружением заклинаю. Как сей камень молчит, так и вы молчите. Супротив меня ничего не говорите. А ежели скажете, пусть вас обсмеют.
и не слушают, и не вникают. Ваше слово бессильно, мое слово всесильно. Напускаю на вас туман путаницу, навожу на вас каменную тишину. Как правда то, что сей камень молчит, так правда то, что вы будете молчать супротив меня. И вреда от ваших речей мне не будет. Ключ в море, замок на языке. Заклято. За 7 гор и 7 океанов стоит идол каменный. Тот идол каменный да древний, молчит. Рта не открывает, ничего не говорит. Как тот идол нем, так и враги мои немые. Поучением да повелением, кружным кружением заклинаю. Как сей камень молчит, так и вы молчите. Супротив меня ничего не говорите. А ежели скажете, пусть вас обсмеют. И не слушают, и не вникают. Ваше слово бессильно, мое слово всесильно. Напускаю на вас туман путаницу, навожу на вас каменную тишину. Как правда то, что сей камень молчит, так правда то, что вы будете молчать супротив меня. И вреда от ваших речей мне не будет. Ключ в море, замок на языке. Заклято. За 7 гор и 7 океанов стоит идол каменный. Тот идол каменный да древний, молчит. Рта не открывает, ничего не говорит. Как тот идол нем, так и враги мои немые. Поучением да повелением, кружным кружением заклинаю. Как сей камень молчит, так и вы молчите. Супротив меня ничего не говорите. А ежели скажете, пусть вас обсмеют. И не слушают, и не вникают. Ваше слово бессильно, мое слово всесильно. Напускаю на вас туман путаницу, навожу на вас каменную тишину. Как правда то, что сей камень молчит, так правда то, что вы будете молчать супротив меня. И вреда от ваших речей мне не будет. Ключ в море, замок на языке. Заклято.